сам справился. В темном небе кометы светятся. Космонавтам такое нравится. Я сижу на окне под звездами, жду удачи, считаю сдачу. Для того небеса и созданы, от того я теперь и плачу. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за звезду полжизни. За звезду полжизни. Привет. Только теперь уже в вылетах ДКС. Привет. Редактор был. Сейчас будем опять заниматься чем-нибудь на полигоне. Испытаниями. Так. Саня, а чё, мы где будем вообще? Здесь же, в эскадрилье или куда-то пойдем? Ой, меня не слышно. Саня, а мы где, в эскадрилье будем или куда-то пойдем? Иркут, ты тут? Нормально слышно, нет? Короче, я так понимаю, сегодня будут полеты на самолете. О, я тебе говорю, куда это, в эскадрилье остаемся или туда вверху? Можно вверх уйти, кстати, можно. Вообще у нас первая эскадрилья. Ну, куда, Давайте, говори, туда пойдем. туда. Понял. Штурмовики, это первая. Понял. Полечу с тобой я. О, нифига себе. Как это так? Ну, потому что никого больше нет на текущий момент. Ну. А лететь надо. А задача по подавлению ПВО выполняется минимум 2 самолетами. Ну, хорошо. Так, что, сервер уже запущен, да? Да, мне этот полет в книжку не пойдет. Я вчера тоже летал, и мне такие полеты не идут в книжку. Вот. Да, ну ладно, на сервер тогда залетаю. Так, вот. Так, мы берем. Сейчас проверю. Нет, не он. Угу. Угу. 4. Там уже 4 игроков. Нам нужен Буран, допуск ППВО. Буран, допуск ППВО? Да. Кого нету? Кто умер? Ты про кого? Николаевич, ты про кого? Кого нету? Так, Буран. Сейчас надо роль выбрать. А, вот. Так, Какая красивая текстура. Это на ультрах? Нифига себе, вот это продвижение. Я хотел сказать, вот эта игра развилась. Майнкрафт почти обогнала. Но я это в самолете сижу. Мы так. А почему нет? Ты умеешь подвешивать подвески? Ну да, какие надо. Тебе надо добавить к данным подвескам контейнеры на крайних пилонах рэп. Угу. Вот. Полет на подавление ПВО используется только с ними. Так, сейчас, подожди, отучусь на пару сек. Принцип рэп тебе известен? Сейчас на пару сек. В 2 словах объяснить могу.
Саня, здесь ты тут? Саня, Да-да. по делам отходил. Ага. Так, ну чё, рэп надо только повешать и все. Да, тебе надо объяснять принцип ее работы? Но Или напомнить известно надо тебе? будет вообще, как она работает, включается. Я ее вообще не использую никогда. Да, надо понять ее плюсы и недостатки в боевой ситуации. В общем, смотри, когда ты включаешь рэп, ты сразу же даешь всем вокруг себя понять, что ты здесь есть на поле боя. Любой вражеский истребитель или ПВО знает направление, в котором ты находишься. Но истребитель или ПВО не сможет определить до тебя дальность, он не сможет определить твою высоту и скорость. Тем самым не может навести на тебя ракету радиолокационную. Но при уменьшении дальности мощности радаров ПВО или истребителя будет достаточно, чтобы прожечь твою помеху и вычислить твои параметры. Вот. То есть иногда нецелесообразно включать рэп, если ты хочешь остаться незамеченным, если тебя еще не видят. Очень часто мы включаем рэп, когда уже на нас прицеливаются. Командир, оружие подвешено. Вот эти вот крайние контейнеры, это и есть. А как они активируются-то? Активируется она клавишей Е, и у тебя внутри кабины справа, внизу на панели, переключится тумблер Е ты имеешь в помеха. виду русское Е, которое? Английское Е. А, нет, на Е у меня... А, я понял, у меня другая кнопка стоит, у меня на Z будет. Все, я понял. У тебя же на Q стоит ЛТЦ? Так точно. Ну, значит, у меня на Z все это активируется. Все готово. Помеха перещелкивается, да? Тумблер. Сейчас, подожди. Запущу электрику. А чё, нам связь запустить, да, надо? Ну, пока что не принципиально. У меня запущена она просто всегда по умолчанию. Сейчас я больше по самолету хотел. И по тактике применения. А какой тумблер-то, я что-то не понял. А у тебя справа есть ряд тумблеров. Если ты будешь щелкать включение помехи, у тебя будет щелкать тумблер. Ты его услышишь и можешь вправо посмотреть, он будет щелкать. Пощелкай включением помехи, выключением туда-сюда. И ты увидишь, какой тумблер щелкается. Он с подписью помеха. Нет, видать, кнопка не та. Сейчас в направлении уточню. На Илсе САП будет высвечиваться. А, это отстрел ДО. Рэп это X у меня. Подожди. Да, нашел. Нашел, вот. Есть еще одна система защиты на этом самолете, называется сухогруз. Через один тумблер правее тумблерочек находится. Активируется сочетанием клавиш левый Shift E. При этом на Илсе появится индикация SOAP. Данная установка находится в хвостовой части самолета. И она уменьшает вероятность попаданий по тебе и наведением тепловых ракет. Уменьшает вероятность, но не исключает ее. Вот. Каждый раз... принцип следующий. Каждый раз, когда ты работаешь и на тебя наводится локатором, рекомендую использовать рэп, если он подвешен. Стоэп всегда у тебя есть на борту самолета. Каждый раз, когда ты входишь в зону действия, ну, атакуешь танки какие-то, там, кучка целей, колонну какую-то бьешь, всегда включай сухогруз. Это уменьшит вероятность стрельбы по тебе стингерами и всяким подобным ПВО, тепловым. Понятно, да? Да, понял, ага. То есть сейчас мы полетим на подавление ПВО дальних локаторов. Против них СОЭП не нужен. Сухогруз против них не нужен. Против них нужен обычный рэп. Но когда мы подавим локаторы, наша задача будет подойти поближе к цели
И мы уже будем на более близкой дистанции работать, и там уже потребуется сухогруз вот этот вот тепловой. Задача будет следующая. Вот у тебя подвешены две радиолокационные ракеты. У них закрытый, носик закрытый такой, типа пластикового. Вот. Ну, композитный носик. И две лазерные ракеты, у них стеклянный носик. Вот. Мы избавимся от радиолокационных ракет, а вот эти вот две лазерные ракеты нам нужны для того, чтобы выявить в группе ПВО угрозу, которая может по тебе стрелять. То есть какую-то мобильную ПВО. Комплекс «Шквал» на данном самолете и нужен именно для того, чтобы ты мог идентифицировать цель. На обычном серийном граче с высоты 2 километра, 3 километра невозможно отличить на поле боя танк от ПВОшки, да, от БМПшки там, от зенитно-ракетного комплекса. А «Шквал» именно и нужен для того, чтобы ты мог идентифицировать угрозу через него визуально и поражать именно ее. Вот. В группе мобильная ПВО будет только одна, и ее уничтожение будет лежать на тебе. Я хочу проверить, можешь ли ты идентифицировать цель до того, как она начала бы по тебе открывать огонь. Вот. То есть, если какая тактика работы? Ты идешь на цель, высматриваешь «Шквал. Не получилось разобраться, что из них что. Отворачиваешься, отлетаешь на безопасную дистанцию и снова пробуешь заходить и пытаешься высмотреть, что там именно является угрозой. Смотри, это сразу надо, или мы сначала уничтожим то, что... Сперва мы локатор уничтожаем. Локатор уничтожаем, а потом надо определить уже цель конкретную. Какую-то зенитку, да. И когда ты зенитку уже убьешь, уже нарами можно добивать пусковую А установку. как цель у нас будет, типа зенитка? Зенитная установка просто? Там какая-то зенитка стоит, да, среди этой всей. Стационарная, или это машина? Она подвижна на гусеницах. А, Что-то типа о. гепарда. Гепард. Что-то Привет, типа... ребята. Здравствуйте. Мы здесь немножко заняты, у нас идет трансляция. Прошу прощения, Константин. Вот. То есть порядок следующий. Уничтожить локатор, потом уничтожить зенитку. У тебя есть две ракеты, то есть ты можешь один раз ошибиться. Вот. И потом у тебя остаются нары, чтобы добить пусковые установки. Главный большой ПВО. Вот. И еще одно условие. Именно когда мы будем работать по радиолокационным целям, мы должны пустить ракету с синхронностью. У меня тут даже в планшете есть инструкция по СУ-39, по СУ-25Т, правила допуска. Сейчас открою эту страницу. Опять куда-то пропала страница планшета. Да что ж ты будешь делать? Все же на месте было. Ладно, я так на память помню. Нам надо пустить ракеты с интервалом синхронностью хотя бы в 5 секунд. Вот. То есть нам надо будет выйти на боевой курс работы так, чтобы ты визуально меня видел. Вот. Чтобы мы были на одном направлении в данный момент и... Ты имеешь в виду ракеты выпустить против вот этих излучающих ПВО, да? Да, против излучающих. Понял. С синхронностью 5 секунд. Нам надо еще с тобой с целями так определить, чтобы не в одну цель две ракеты было. Именно так и есть. То есть мы сперва обнаруживаем, я распределяю цели, тебе, скорее всего, правая, мне левая. Ты же сзади справа, значит, твоя правая, моя левая. И чтобы не было у нас нарушения балансировки по крену, мы выпустим две ракеты. Во-первых, мы с тобой с синхронностью в 5 секунд это делаем. Желательно максимально синхронно, но хотя бы в 5 секунд синхронно. И ты пускаешь одну ракету, и следом секунд через 5 пускаешь вторую ракету. Почему так делается? В итоге для ПВО противника суммарно будет лететь одновременно 4 ракеты. Там с периодичностью где-то в 5 секунд. Это 4 цели для ПВО, и плюс мы с тобой 2 самолета, еще 2 цели. Суммарно 6 целей ПВО наблюдает. Ей очень сложно обстреливать такое количество целей. То есть в реальности, в боевой работе, если ты себе миссию будешь создавать, ПВО будет отстреливать эти ракеты. Пытаться перехватить их.
Вот. То есть в идеале работа вот этих грачей, когда 4 грача заходят, еще и с разных ракурсов. Один с севера, другой с юга, другой с запада, третий там, четвертый там с востока. Это идеально. Сань, напомни, как мы врубали эту, который ловит эти локаторы, блин. Клавиша I. Клавиша А, I. во, блин, я вообще не ту кнопку Две кнопки рядом, I и O. O оптика, I локатор. Все понял. А это а где трансляцию можно посмотреть? Есть канал Lex90 на ВК на Твиче, на Ютубе. О, не Lex90, а Нет, там другой Patriot канал. Games. Я сейчас скину ссылку здесь на эту трансляцию. Но я на ВК скину, так как я его пропагандирую. В смысле, пропагандируешь, и так звучало, блин. Как будто я какой-то этот экстремизм, блин. В чат видеоматериалы скидываю. Ссылку на трансляцию. Ну а сами внутри Дискорда запущу. Если вдруг у меня что-то надо Пыль посмотреть. протереть с панели надо. Так, будем занимать взлетную, сегодняшние телевые условия. Если вопросов у тебя больше не осталось, Да то мы нету можем начинать вопросов-то. спускаться. Так-то вроде по идее все понял я тебя. Но ты же все равно будешь как бы это говорить все равно, что на делать. каком Это ты самолете? мне как бы в общем план объяснил, а? Ту-25Т. На граче. Супер гранчи. Так, чё мы? А, ну мы связь не используем, да? Эту... Ну, можно не использовать сейчас. На аэродроме больше никого нет. Если у тебя вопросов больше нет, то мы можем запускаться. Нету, вот все, что пока сказал, мне этого достаточно. Достаточно, хорошо. Запускаем двигатель. Электрику надо запустить. Запуск двигателей. А с какого аэропорта вы полетите? Авиабаза Крымск. Так, левый двигатель запускаю. Краснодарский хай. Я понял. Опа, у меня педали инвертированы. Запуск второго. Здесь вот единственное неудобно, блин, на граче на 25Т. У него вот эта штука, блин, вот она. Вот она, вот эта, она, блин, закрывает обзор. А вот у Су-25СМ у него шквал расположен, он прям так комфортно расположен, но он приборы закрывает немного. Вот, но зато здесь приборы удобно расположены. Вот курс, пожалуйста. Я готов к рулению. Я тоже готов. Выруливаю. Тебе привет большой от авторе. Спасибо. Костя недавно, что ли? Привет. Он не из нашей команды, но он наблюдает периодически за нами. Ага. Вижу тебя. Так, а нам ППМ-то выставлять? Или Да, можно выставить ППМ. 51 километр пишет. С Мы, копейкой. по идее, так же работаем, как на полигоне, просто наши цели на более большом удалении. И целиться мы начинаем гораздо раньше. Леша, это я тебе, если что, я тебе за заявку, друзья, отправил в Дискорде. Понял я тебя, да? Но я ж не могу пока ничего Зайди на сделать. ВК лайв, я ссылку скинул. Поставь лайк, подпишись. Я пока не могу ничего сделать. Ты работай на самолете. Тебе в кабине тебе надо на табличку повешать. Работать здесь.
Ну да, с открытым фонарем проехал. Я вообще часто, я даже не только с ним бывает ездию, бываю летаю, даже мне нравится кабриолет. Су-25 кабриолет пробовал, классно, Дима. Я его отрываю нахер. На наборе высоты я буду держать обороты 90%. Высоту будем набирать 3000 метров. Блин, ну что значит полетать После на взлета грача? мы пойдем в набор высоты левым разворотом. Что за сервак? Топлива у нас достаточно. А тут ребята тренируются, команда у них. Но я как бы сейчас в этой команде, ну, не знаю, я Иркут его по классике называю. Сервак Иркут. Да, Иркут говорит. Занимаем взлетную. На взлетное построение правый пеленг. Один, два, три. Таймыр. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7, 6, 3. Костя, привет, спасибо. 2. Дальнобой, это бывает такое у меня. Второй раз, кстати, у меня так. Меня на граче, так помню, занесло. Четыре, 0, 9. Взлет запрещаю. 4, 0, 9. Таймыр. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7, 6, 3. Запятая 3, 2. Итак, инструктаж по схеме полета. И чтобы я был для тебя максимально предсказуемым. Не, на работе я так не делал. На взлете максимальный угол атаки не больше 15 градусов. Дальше я по прямой, не меняя направление и не смещаясь ни влево, ни вправо, буду набирать высоту 300 метров. После уборки шасси и механизации я установлю обороты двигателя 90%. После набора высоты 300 метров я начну левый разворот с креном 30 градусов. И буду набирать высоту с таким темпом, чтобы выдерживать приборную скорость порядка 480-500 км в час. Там посмотрим. Подожди, а вторую высоту какую ты будешь набирать после 300? 3000 метров будем набирать. Получается как бы левой спиралью. С креном 30 градусов. Вот. Я не буду говорить особо режимы двигателя, потому что в наборе высоты режим двигателя неизменен у меня будет. 90%. Это меньше разговоров. Просто знать, что я стремлюсь выдерживать скорость 500 км в час. Да, через дискорд, ага. Вот. Все мои повороты, движения плавные и предсказуемые. Плюс я тебе говорю, по прямой 300, далее левым разворотом по спирали набираю 3000 метров. Вот. Но, скорее всего, не 3000 получится набрать, а выйдем на аэродром, если ты меня догонишь. И дальше по прямой уже постепенно будем набирать высоту и уже включать оборудование. Вот. Просто знай то, что в наборе 90% у меня. Соответственно, ты можешь добрать 100% оборота и догонять меня. Вот. И темп набора у меня такой, чтобы сохранялась скорость 500. Или 480 хотя бы. Он тяжеленький. Саня, просто вот он сначала говорит суть, Вопрос потом есть? после этого еще что-то говорит, и ты уже забываешь суть. Ну давай попробуем, вперед. На тормоза обороты 70. Готов. Готов? 3, 2, 1. Пошли. Взлетный.
Подымаю. Пробую. Шасси. МК. ПК. Обороты 90. Триста метров есть, лево КН-30. Уменьшаю угол, скорость 450. Подъем. Про СПО еще не рассказал. То, что пищит. Вправо можем лампочками наблюдать, откуда нас ПВО облучает. А что это такое пищит, а? Это система предупреждения об облучении пищит. Нас локатор облучает вражеский. Трекер Так, это программа. выведу из крена, вывожу из крена, продолжаю Вот набор трек. высоты. На обратно посадочном я. Чуть-чуть ниже. Она хороших полетов. Всего Спасибо. хорошего. И хорошего дня вам. Спасибо. Хорошего дня вам Взаимно. всем. И хорошей трансляции вам всем. Блин, я выше него. Ну как-то так Скорость где-то съездить. 490, вертикальная 9-10 метров в секунду. Вот отличный боевой порядок для применения против ПВО сейчас. Не парадный, не на Красной площади летать, но для боя вполне. Второму включить рэп. Жду Готов. доклада, рэп включил. Наблюдаешь меня? Да, наблюдаю. Влево КН-30 пошли. Набор продолжается. По чуть-чуть, по 5 метров в секунду. Чувствую, не закарабкаемся мы с таким весом на 3000 метров. На оборотах 90. Скорость 480 только держится. Тяжеленький он. В развороте по 2 метра в секунду набираю. Что я потерял опять. Ты левее стал выходить. Убавь крен, чтобы сохранить боевой порядок. То есть поставь его менее 30 просто градусов. И все получится. Ты же знаешь, что я фиксированно делаю крены. Сделаешь 20 градусов, и ты окажешься снова в строю. Я сейчас справа от тебя. Ага, вижу, наблюдаю.
Когда ведущий предсказуемый, то для занятия строя нет необходимости делать резких движений обычно. Так, скорость у Вижу меня тебя потупала. слева, ты у меня. Сейчас я буду на ППМ поворачивать. Выхожу из крена плавно. Отлично. Включаем боевой режим. Режим по локаторам. В теме клавиша I. Ведем поиск целей. Доложить об Цель обнаружении. вижу. Цель видишь, я пока наблюдаю один ромбик. Я тоже вижу один ромбик. Захватывай этот ромбик. Доложи дальность. Или я тебе не рассказывал про дальность на шкале? Хотя слева шкала будет. О, дальность большая. Километров 90. Есть захват. Есть захват. Держи ее. Буквочка S обозначена, да? Да-да-да. Тебя пока не наблюдаю опять. Ну и ладно. Осу обнаружил. Обнаружил осу. Угу. Так, я беру осу, а ты правую, получается, которую изначально захватил. Веди Да-да-да, её. я веду ее. Ой, я под тобой. Сейчас встану. Сейчас встану. Обороты 90 сохраняются, так что можно не шерудить рудом. Сейчас вернется боевой порядок. Высоту 3 также набор ведем. Ну, продолжаем набор. Наблюдаю 500 тебя выдерживаем. слева, ты у меня. Ага. Дальность большая, будем еще долго лететь. Можно строем попробовать потренироваться. У меня высота 2300. Будем трешку-то набирать? Ну, мы постепенно набираем, просто не меняя режим работы двигателей. Тянем нос вверх, чтобы сохранялась скорость. Получается по 3 метра в секунду примерно набирать. Он тяжеленький. Вообще, ведущий самолет, он как директорные планки. Если ты можешь хорошо реагировать на директорные планки на командно-пилотажном приборе, то ты можешь и за самолетом ведущего также оперативно реагировать и сидеть в строю. Единственная сложность добавляется при полете строем, что где реакторные планки по крену и тангажу добавляется по газу, по то, как работать по скорости. Ведущий то отдаляется, то приближается, надо все время работать газом. Дальность где-то 50. «302-й, цель обнаружил, оса и вторая С-200. Разрешите работу». 409 наблюдает цель справа, цель захвачена. Второй Разрешаю. работаешь по... Второй ты будешь работать по С-200 по моей команде. Я работаю по осе. Вот я, идеально у тебя спереди слева. Можно меня голову повернуть. Можно даже рассмотреть, я даже твой номер вижу. 17-й. Да-да, я тебя наблюдаю. Ну. Дальность 50.
По идее, это даже не штурмовик, это тактический бомбардировщик. ПВО в Просто зоне маленький. видимости. Можно уже это... У тебя уже что, есть дальность разрешенная для пуска? Не, дальности нет, но Ещё нет, уже мы хорошо видим его, по идее. Да, уже скоро. Но я вижу метку, когда пуск будет разрешен. Где-то на 25 километрах. Наблюдаю в шквал позицию вражескую. А, я шквал не стал включать. Пока что. Скопление там. Там конусы по кругу стоят. Это дистанция работы ПВО по тебе. Ну, маленькой ПВОшки, которая внутри стоит. То есть ближе этих конусов залетать нельзя. Кто зашел, предупреждаю, идет трансляция, идет работа летная. Высоту потерял. У тебя какая высота? 2800 ровно. А, ты Но высота. ты меня, если видишь в поле зрения, то этого достаточно. Почему-то шквал начинаю, когда смотреть, я теряю высоту всему. У 302 пуск разрешен. Жду доклада второго. Ракеты 25 обычные, да, у нас используются? Угу. Жду твоего доклада, пуск разрешен. Пуск разрешен, 409. Отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Выполнен. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Тактический отворот с ловушками. А ее надо вести, кстати? Не надо. Я даже не помню. Надо? А где у меня ЛТЦ-то, блядь? Она впустила, забыл. Ага. Режим 100 я, кстати, поставил на отвороте. Сейчас развернусь на обратный курс и буду тебя искать. Тебя наблюдаю. У меня что-то ЛТЦ не На обратный курс работает. пока. Встань. Сколько Пипец какой-то. Что-то у меня ЛТЦ, прикинь, не работают. Вообще нету пусков. Надо кнопку посмотреть. Нету? Или не снаряжен самолет. Я тоже так могу накосячить. Так, А. у меня оса повреждена. С-200 вижу поврежден. Отличная работа. Выключаем фантасмагорию клавишей Аль. Да, мы повредили там много чего. Да, у меня отлично. образилось. Следующая работа. Ставлю режим 90. Тебя наблюдаю. Разворачиваемся снова на боевой курс. Твоя задача выявить мобильное средство ПВО и поразить ее Х-25МЛ. Готов? Работать самостоятельно. Да, но я не могу тебя найти, или ты мне не нужен? А не обязательно. Мы самое главное сделали, синхронную работу. Теперь самостоятельно выявляй. Я буду только мешать тебе, если ты будешь пытаться поддерживать строй. Я просто буду наблюдать за тобой. Я тебя вижу. То есть там просто одна зенитка стоит. Я не буду по ней стрелять. Я ее тебе отдаю. Тогда так, второму распуск работать самостоятельно, выявить и поразить зенитную установку самоходную. Ё-моё. А, ну все нормально, я что-то подогнался, думал. Принял, выполняю. Оса уничтожена. Я к тебе сейчас в строй стану.
Так, моя задача выявить, значит, стрелковое ПВО, да, которое... вот это, ЗСУ, да. ЗСУ, ЗСУ. всё. Так точно. Так, а там у нас какой ППМ на этом? Нету там ППМки? Сейчас проверю. Наверное, не настроено толком, но ты же помнишь, где все это нету было? ППМ там. Ну, Можно ориентироваться на полигон, и от полигона боевой курс 40. Я над полигоном. что-то непонятно пока. От полигона курс 40. Так, сильно приближаешься, выполни отворот. На Да, обратный курс. отворачиваюсь. Я просто не могу понять от полигона. Ну, щас все, поймёшь. все, это где полигон тот, где мы отрабатывали самолет идти. От полигона с самолетами просто еще дальше на 10 километров. Все, я То есть понял. можно те же ориентиры брать. Сейчас на второй зайду. Так, Так как у тебя есть шквал, можешь подальше дальность брать. Ты же с огромной дистанции находил поле с целями. Чем Мгм. дальше отлетишь, тем больше времени будет поразглядывать там все. ну тут зависит от высоты. Чем выше, тем дальше будет так и так. Ой, точнее, чем выше, тем ближе. Вот в чем суть. Если ты хочешь на большой высоте работать, значит надо далеко работать. Блин, тоже OpenTrack, но что-то накрутил, не подхватывает. Это... Евротреки не знаю, я вот вижу, в самолете его использую. В Евротреке без понятия, это как оно там. Надо у Сани спросить. А, Саня там использовал Unitrack, он использовал что-то другое там. А, он виртуальную реальность, по-моему, там использовал. Включить SOEP в шифте. Блин, еще бы достать этот. А, вот, все, сделал. Тебе в Дискорде, наверное, стрим лучше врубить или что? И в Дискорде я стримлю. Не, я говорю, тебе врубить, наверное, нет? А, не. Я в тебя верю. Ты много летал на этом самолете, я смотрел. Просто я тебе ограничения сейчас поставил, в отличие от прошлой попытки. Ну и конкретно конкретизировал, что тебе сперва надо зенитку найти. Так, вот он, полигон, по-моему. Да, это полигон. И вот от полигона 40 километров. Курс 40, да, говоришь, от полигона? Да. А расстояние примерно не знаешь? Километров 10 от мишенного поля с самолетиками. То есть идеально заходить от того же города, который у нас сейчас справа, и оттуда начинать целиться. У тебя же шквал. Вот город, он справа, да. И от него встать курсом 40 и начинать искать целиком шквала. Я понял тебя. У тебя МК установлены или ты на плоском крыле? В смысле, МК, ты имеешь в виду эти? Закрылки. Нет, на плоском. Если будешь выпускать, скажи, чтобы у меня характеристики были схожи с тобой. Ты за мной летишь, получается? Ну да. Можешь мне не давать команды, я разберусь. Какие команды? А, Ну, ты имеешь в по виду, типа, режиму, как по я скоростям. веду это... Ну все, я понял. Я тебе ведомым пытаюсь стать, просто это... Работай сам, я Да, сам да, тренируюсь. Да, хорошо. Начинаю наблюдать. Полигон сначала. Так, вот полигон. Подожди. Можешь поменьше скорость сделать. И Ну, МК сделать, чтобы полигон. меньше высоты терять. Цели вижу. Цели наблюдаю.
Вижу шилку. Шилку атаковать? Шилку ближе, наверное, видишь. Нет, вижу в этом центре, где мы В этом уничтожили центре? кого. Работай. Ты мог гепард за шилку принять. Работай по ней. Да, она похожа на шилку в этом прицеле. Цель получена. Про дальномер не забываем. Это я все помню. До цели 44 километра. Да ладно. Это пока не в захвате так показывает. Мне казалось, это меньше. 40 километров. Пуск разрешен. Делаю пуск. Работай. Гепард поражен. Подтверждаю. Работай дальше самостоятельно, что выявишь. Угрозы уничтожены. Так, я работаю по грузовичку. Иду на разворот, сейчас на второй заход пойду. Или можно уже... как Можешь уже работать по безопасно. Можешь Понял. безопасно работать, да. Нарами на грузовичок захожу. У меня нары тоже осталось. Работай нарами. Отворот. Ухожу вправо. Я тоже нарами зайду сейчас. Пуск разрешен. Пуск разрешен. Пуск разрешен. Бочки только не стреляй, это тебе на втором самолете их уничтожать надо будет. Вот эти белые, круглые. Вижу еще какой-то локатор стоит, по ней МЛК отработать. Буду сейчас. Нарами отработал. Сейчас еще зайду, ракеты отработаю. Ага, чтобы баланс был, да? Да. Работаю по локатору. А, близко. Работаю нарами. Ухожу. Пускай не сбалансирует самолет. Этот самолет мне хорош тем, что он может справиться с любым джойстиком. Вот у него это огромный плюс. А вот сейчас у меня появились самолеты. Грач, Буду заходить с запада. Су-25, Меняю боевой курс. СМ-3. Буду Так. заходить боевым курсом 90. Там, Чтобы ты был осведомленный. чтобы держать самолет, нужен джойстик хороший. Ну как хороший, не такой, как у меня. Поэтому, чтобы там сейчас нормально выполнять боевые задачи, вот я сейчас дождусь заказ и будем уже летать. Я тебя понял, я захожу с полигона опять сейчас буду заходить. Понял тебя, да. Я сейчас на Просто, чтобы разворот. ты был иду. осведомлен. Да, я понял. Я вроде как нарами отрабатывал, там уже, по-моему, ну сейчас я еще в шквал проверю. Я Вроде тоже как сейчас чисто. посмотрю. Либо они бронированные хорошо, что их не берут нары. Я хочу от МЛок избавиться. Смотри, а вот мы Подальше включаем вот этот СОП, который у него бесконечно зарядка, все, он не... Он, да, он постоянно у тебя работает. Это такая лампа инфракрасная у тебя сзади стоит. короче, не Она за устает. свет он. делает. Да. Она за свет делает.
для тепловых сенсоров. Сколько у тебя остаток топлива? На боевом. 2000. Работать буду по пусковой установке, которая для тебя справа. Ой, блин, опять близко. Для МЛки, да? Ты лазер включи, у тебя лазер. А, не было. лазер. Пуск. Отработал, ухожу. Выхожу на боевую. Разворачиваю. Цель получена, работаю. Пуск разрешен. Цель поражена. Взял пусковую установку, которая для тебя слева. Боекомплект весь использован. Пуск. Отлично. Сейчас я последнюю выпустил. Цель поразил, оружие выключаю. Работу закончил, оружие выключил. Оружие выключил, тоже работу закончил. Выключить стаб, выключить суэп. Выключил. Так, лети к городу. Как? Включай режим посадку сейчас. Дальность у меня 73. Просто режим посадки. 64,7 у меня. Следуй пока что. На какой высоте ты сейчас? Высота 1450, скорость 608. Сохраняй. Сохраняй эту высоту. Так, еще раз, высота 1500, а скорость А 700, скорость 700 установи сколько оборотники скорость? такие, надо? чтобы потихонечку. Я тебя догнать хочу. Мгм, понял. Движемся на посадку, туда, на пост этот, да? Короче, на аэродром. В целом, достойная работа. Мне понравилось. Ну, я всегда говорил, если берешь командование, допустим, на себя и правильно командуешь, работа будет всегда нормально. Все зависит от того, кто командует. Ну, как бы и мой полет не идеален, но при этом он
как бы он не просто прямо, допустим, летит. Высота, скорость. То есть его плюс в чем? То, что он контролировал и меня иногда, потому что Какая он скорость? опытнее меня пилот. 470. Встань в вираж. Вираж правый выполни. Скэн 30 градусов. И потом продолжишь дальше лететь. Окей? Так, вираж. Вираж вправо скэном 30 где-то сделай. Да, делаю, выполняю. Левый? Ну ладно, давай А, левый. подожди, правый же я делаю. Правый? Давай Ну. правый. Давай крен до 45. Я немного высоты набрал, а ты на какой высоте? Ничего, я контролирую тебя. Готовься. Сейчас прекратишь выполнять вираж. Ну как, продолжу выполнять вираж, но я уже буду у тебя спереди слева. Угу. Ой, солнышко засветило. Нормально. Это да. Там где-то у меня световое пятно на стекле. Да, тут солнце. А у Сильно не меня облако. разгоняйся. Я контролирую, не переживай. Просто скорость чуть-чуть убавь, а то я на максимальном газу догнать тебя не могу. Все, понял, убавил. Выходи из виража. На маяк пойдем. Я спереди Вышел. слева наблюдай. Высота? Твоя. Я А, вот вижу, он, вижу, вот он я. вижу, жди. Давай, Сколько оборотники тягу 8. жмешь? Ага. Ставлю 85 обороты, 85 обороты. И держу параметры. Ты ниже пошел или я выше, блин, опять? Это ты двигаешься, я не двигаюсь пока. Как будешь готов, говори. Готов. Готов? Начинаю. Обороты 70%. Готов. Если что, щитками помогай. И плавно снижаемся. По 10 метров в секунду. По 10. Доворачивай чуть-чуть. На маяк. Наблюдаешь меня? Сейчас. У меня тут опять колбасня с тангажом. А, я левее. Тебя-то наблюдаю, но я че это... Ладно. Мне проще за ним наблюдать. Сейчас Валентин, наверное, наблюдал работу активным взглядом без трекера. Наблюдал, да? Без трекера, что ли? Ты же не видишь то, что я мышкой просто осматриваюсь? Фиг знает, может трекер так настроен. Нет, это просто мышка обычная. Да он мышкой летает. Он мышкой летает, он трекером не пользуется. Ты, по-моему, вообще не пользовался, да, трекер? Пользовался. Пробовал ты. Я пользовался у себя и у Олега Тронова пробовал, и мне очень не понравился этот опыт. Ну,
Просто у тебя, видишь, ты человек как бы очками пользуешься, тебе неудобно смотреть в очках, допустим, в боком. А в Вот. смысле в обычных очках? Ты в обычных Может очках? быть. Ну, в обычных очках, да. Ну, я имею в виду, не, я имею в виду очки для зрения же. Да-да-да, я про них. Ну Я, кстати, вот. ниже. Я Кинотик. вижу тебя. Так не, так там же можно настроить так, что ты можешь малейшее отклонение головы сделать. Можно, Мне можно. вот именно это не понравилось. То, Не, что ну ты ты можешь двигаешь чуть-чуть там же голову, настроить- камеру, ну, голову чуть-чуть двигаешь, а у тебя там сильно двигается камера. Нет, так Мне ты это не настроить понравилось. ты можешь настроить ведь хоть как, можешь тихонечко двигать, она у тебя будет также двигаться вместе с головой. Ну, мне показалось, мышка эффективнее. Мышка не глючит никогда, понимаешь? Она всегда работает, никогда не разряжается, всегда показывает туда, куда мне и надо в данную миллисекунду времени, понимаешь? Так он точно так же, просто его главное настроить и все. То есть там, я не знаю, сколько лет пользуюсь, никаких Ну, я проблем не вообще хочу на это никогда даже не было. тратить время, даже обсуждать его не вижу смысла. Просто показываю, что с мышкой с обычной можно очень вполне себе летать. Ну, фиг Так, знает, у меня ставлю далеко мышка ставлю не знаю, обороты зачем мышка. 80. Фиксирую высоту. Не знаю, кому как бы. Постарайся приблизиться ко мне. Ему так удобнее, мне трекером удобно. Тут как бы главное, чтобы результат был. Ты можешь хоть на это, не знаю, там Сосредоточимся. на счетах играть. Главное, Ага. чтобы самолет у тебя летал нормально. Сосредотачиваемся. А, по мне, так это самое гениальное изобретение. Не знаю, я наоборот с Иркутом нормально. Вот я его почему-то, мне с ним нравится играть. Он как бы это рассказывает понятным языком и все. Чисто так, тихо. Слишком близко. На маяке на 1200, обороты 70, курс 240. Снижаюсь. По 5 метров в секунду. Мне тоже докладывают на маяке. А, ну мы же Нет, без нет, рации. нет. Просто за мной иди. Просто пробуй идти за мной. Блин, я Я боюсь буду его садиться тарануть. на левую половину ВПП. Мы пробуем посадку пары сейчас с тобой, если что. Тарануть его боюсь. У меня все самолет выходит ему ровно прям в заднюю часть. Я не хочу его таранить. Кабинку, да, туалета, блядь. Кабину бы здесь по открытии, да? Вот эти все перекладинки, вот это все, оно, блядь, он за него теряется. Блядь, вот куда вот он опять делся? Ё-моё, я опять его потерял. Я тебя опять потерял. Блин, видишь, здесь... Ниже. какие- Я предсказуемый, я ровно 5 метров в секунду. Да ты снижаюсь в до эти высоты штуки 600. у меня попадаешь, блядь, в боковинки всякие, и потом я тебя теряю. А, Пипец. вот на нем сложнее летать строем. Я сам тебя искал, ну, тяжело. Толстые эти оплетки фонаря. Ладно, следуй курсу и надеюсь выйду на тебя. 600 фиксирую, вывожу, обороты 80. В горизонте. Снижайся 600. По барометрическому. Я правее. Наблюдаю. Скоро будем разворачиваться. Ну ты продолжай за мной идти.
Возьми правее. Я почему не беру к нему ближе? Потому что когда я чем ближе к нему подлетаю, он у меня скрывается сразу за все вот эти железяки, блядь, кабины. Ну, сейчас вот я к нему опять ближе Дальность подлечу 16. и опять его потеряю. Фиксированным креном влево. Крен 30 влево. Пошли. Сохранение высоты. Фиксированный крен. Обороты 80. Когда выйдем на посадочный курс, ты скомандуешь шасси. Сперва ты шасси выпускаешь, потом я. То есть ты говоришь шасси и выпускаешь. И я где-то через 2 секунды. Высоту поднабрал. Прошу прощения. Да нормально, я за тобой слежу все равно, пока. Пока слежу. Нифига себе, я на 850 оказался. Но здесь рельеф такой. Блять, вот то, что все, мы выравниваемся, надо его терять. Надо, чтобы он у меня где-то в стекле был. Его надо Как постоянно только к я выйду стеклам из крена, держать. я установлю обороты 70 для гашения скорости. И выпущу закрылки МК. Усилил чуть-чуть крен свыше 30. Курс к глиссаду поймал. Вывожу. Вывожу. Обороты 70. МК. Курс поймал тоже. Ага. Выпускай щитки тормозные. Выпустил? Да-да, выпустил. Выпустил тоже. Давай команду шасси. Так, расстояние. Так, 13... Ну, Шасси, да, да? шасси, ага. Пускаю. ВПК. Я командую ВПК. Щитки сам убираю. Выпусти шасси. Выпусти шасси. Выпусти На Чё, курсе на глиссаде. А, ты выше меня идешь. Да я по глиссаде ровно А иду. вот я тебя вижу. Так, левая твоя, правая полоса будет. Да, моя левая А, половина. все, я тогда на правую перестраиваюсь. Я слева был от тебя. Обычно это прицеливание над дальним приводом примерно делается. А до дальнего В привода смысле строго, выпустить ну, шасси? Я стараться же нажал, держать блядь, кнопку. построение. Ну это сложно, конечно. Поначалу. Ну так, чтобы ты в целом, ты же не пробовал даже. Кажется, у Лехи лагануло. Да, у нее ничего не лагануло, я за тобой иду. Ты меня слышишь нормально? Да, я тебя нормально слышу. Я тебя нормально Если вижу. что... Хорошо. Но ты почему-то выше меня идешь. Или я низко иду. Чуть-чуть совсем проседает под глиссаду. Ты опять выше меня. Ё-моё! Блядь. Мой косяк. Стой, стой. Я тебя маленько обогнал. Заруливайте на стоянку.
Блин, я прикинь, а как попрыгнуть? Ты меня слышишь, да? Саня. Не, у него что-то отпало все, и стрим пропал. И он сам не выходит. У него с интернетом что-то. Я маленько не так колесом задел это полосу. Я отпрыгнул, у меня первый раз он отпрыгнул. Потом я вроде поймал его. Забыл, наверное, интернет оплатить. Кстати, я вчера также, прикинь, прокололся, как бы, прикол вообще. Я вчера также прокололся. Что-то сижу, смотрю. Блять. Программу смотрю уже перед сном. Ну и все это, что-то бац, прикинь, все пропало. Думаю, что за херня, блядь. Потом захожу, смотрю, ну... Короче, все, разобрался, деньги. Но у меня, благо, у меня это... Если что-то забываешь, можешь как бы... бесплатно на 7 дней брать, короче. У меня просто тариф такой. Ну, все. Блин, точно надо сегодня не забыть. А то во время стрима вырубят, уже было такое. Себастьян, да тут я говорю, тут вообще пофиг. Лишь бы самолет тебя слушался и ты его понимал. Все. Ну и чё? Сейчас разберусь с интернетом. Ну ладно, подождем пока. Пока горючка есть. Единственное, можно вот так вот сделать. Заодно вспомню, как он рулит. Даже на земле не видно нифига. Он попал вот в эту опять и все. Где он там? А в полете так тем более. Кого сервер может пропасть? А как он может пропасть? А, ну так я играю, пока вроде работает все. Так, ухожу вправо, делаю разворот и встаю чуть позади него на своей полосе и все. Но он, наверное, тебя забанил, потому что, чтоб ты не отвлекал, наверное, важный полет, может, был. Но он Иркут обычно так, Саня, делает. Когда ему надо что-то важное, он обычно людей убирает с чата или... Ну, я его могу понять в этом плане. Потому что здесь постоянно надо сосредоточиться. Сервер должен упасть, по идее. Концентрация нужна здесь в этой игре. Блять, что с тобой? Все.
Иркуда, ты вообще, по-моему, никого ни разу не оскорблял, сколько я тебя помню, и в чатах, и на стримах. Ну, вот лично при мне. Даже с тобой вот у нас какие-либо разногласия, если были, но никогда на личности не переходили, ничего. В этом плане ты вообще молодец. Так что вообще к тебе вопросов по этой теме нет. Забавно смотрится, когда взрослые дядьки как-то как пацаны, там всякое разное. Ну, правда, Иркут, конечно, это... Интересно, Николай, сейчас сколько лет тебе, если не секрет? Блядь, у меня где-то на работе встречались мужики тоже такие, друг друга не хочу материться, как бы подкалывали. Тоже. Вроде смотришь, там уже дядьки, блядь, им уже больше 40. Всякую фигню собирают про друг друга и угорают сами над собой. Ну, блин, одно дело, когда ты смотришь, допустим, это пацаны там, школьные времена, студенческие там, да, армейские. А другое дело, когда уже, блин, взрослые люди. Ну, иногда можно, согласен, поржать. Иногда. Но когда это часто, ну это уже как-то, не знаю. Я школьник в душе. Где твой самолет, школьник? Куда его стырили? Ну все, миссия выполнена. Все, сколько у меня хоть целей? О, у меня первое место, но Иркута нету. 4 наземных цели у меня поражены. $40. Ну вот, видишь, ты даже старше меня будешь. Ладно, самое главное, чтобы вам было весело и хорошо и приятно. Вот. Там хоть, не знаю, танцуйте, пойте, смейтесь, мне без разницы. Я всегда говорю, вот, чем люди бы не занимались, ну, правда, не запретными делами, лишь бы только, чтобы другим не мешали, и все. А это уже других, это уже их проблемы, чем этим заниматься. Только другим не мешайте. А то у нас же как оно в жизни. Если я долбоеб, значит все должны такие быть. Вот. Но это не про вас, я пример привожу просто. Вот он начал башкой об стену биться. Надо дать рекомендации другим тоже. Чтобы тоже башкой бились об стену. И если я смог, у меня это все, мне на пользу, это значит и другие тоже. Ну, им тоже будет польза. Я в переносном смысле. Все, сервак слетел. Полетали, называется. Ну, задачу мы сделали. Так что все. Ну да, пойдем пока в редактор. Ну что, пока ты там разбираешься. У нас есть чем заняться. Я хочу быстрее уже полетать над красивым островом. Повыполнять задания. Да, я сегодня занимался вначале редактором. Сейчас я покажу остров. Чудо-остров. Пойдем глянем. Да, я буду создавать компанию для этой игры. Для себя любимого. Да не, ну просто хочется что-нибудь. Карта в этом. Сейчас это аэродром обустраиваю. Почему-то катеров не показывают. Они плавают. Вот патрульные катера. Здесь вот будет база наша. В общем, сценарий такой.
Может быть, когда-нибудь и где-нибудь могло бы быть. 2019 год. Где-то в Тихом океане, там, может, какая-то, не знаю, страна или что, тут отдельные острова у нее. Это, кстати, к ней относится. В общем, произошло у них там полный бздец. Появились банды, радикалы и вся херня. Вот, и как бы, ну, понятно, оружие все бралось у российской армии. Вот, и самолеты тоже были. Несколько. А пилотов не было. И вот у вся вот эта ситуация произошла. В общем, ну вот мы как бы специалисты, пилоты будем использовать вот эти самолеты, которые, ну, они же у нас их брали, а мы будем их сейчас использовать. Ну и в то же время как бы обучать их этому. Ну и выполнять задачи. Так, без палева. Какие-либо. Вот, да, тут армии не будет серьезно такой, но у бандитов будут всякие средства, ну, такие, там, ПЗРК могут быть, зенитки могут быть, катера могут быть какие-либо, плюс мы будем атаковать какие-нибудь там гражданские объекты, потому что там тоже будет враг где-то, ну, все, что скажет разведка. Вот. Разведка будет работать именно вот со стороны вот этих ребят, которые запросили нас. Как-то так, в общем, короче, такая суть. Ну и все, и вот я думал сегодня, где бы какую базу сделать. Сейчас вот здесь создаю. Создается сейчас основа. То есть это в основном наша база обустраивается, патрули, все. А потом сверху уже будут накладываться сценарии. Меняться только погода, время, расположение самолетов, может. Кого у тебя вечные... Блин, можно я это не буду читать, а то не так поймут. У нас люди разные в этом плане. Ну, я понял, короче. Тебе просто интересно с Иркутом общаться в плане вот приколов там. Ну, главное, чтобы он понимал твой юмор и все. Самое главное. А то, видишь, люди же бывают. Он может как бы молчать, а в итоге ему, может, это неприятно. Есть такая категория людей. Так, ну что, давай пока посты тогда расставим. Я понял, как тут объекты смотреть. Я не знал, теперь понял. Ну, допустим, здесь пост можно поставить. Так, в танках. Укрепление. И вот тут интересно так. Оп. Сюда надо зайти, и вот здесь можно выбирать. Сторожевая вышка, здание с огневыми точками. Дорожный блокпост. Дот. Ё-моё, что это? Блокпост. Может такой поставить? Блокпост П, блокпост Л. Что это, блядь? Место для переодеваний. Ширмы. Или как? Ну, это типа укрепление. Так, ладно. Вот этот поставим. Иркут, да я твои все экзамены сдал. Тоже иногда веселым. Так что давай не будем. Сейчас уже, конечно, этим не балуюсь. А поначалу, да, ты меня не спалил даже ни разу. Блин. Зато все прошел, смотрите. Так что нормально. Не он один бывает. Только я не бушую, как он, ну, как ты говоришь. А так тоже иногда люблю отдохнуть.
Ну ладно, не все, пошутил я. Ну, был один у нас полет такой. Не могу вспомнить, правда, когда. По-моему, я еще начинал... А, ну вот как раз тот полет, когда ты мне грача подарил. Вот, и в тот же день ты еще сказал, давай покажи там, сдай типа нормативы на нем, и я тебе типа тэшку дам. Ну вот и я и начал сдавать. Да, обмыл сразу, ну в полете сразу. Но я понял, что не вариант. Вообще не вариант. Здесь в игре не прокатит. Здесь не поиграешь, как в Таркове, под хорошее настроение. Здесь нужна концентрация, внимание, реакция. Тем более, когда вот у тебя на сервере играешь, вот эти полеты вдвоем. Надо контролировать друг друга. А когда ты в таком состоянии, ты не можешь ничего контролировать. Ты говоришь, птичек считаешь невидимых. Так, ПВО что ли поставить какую-нибудь сюда? Хотя нет, зачем нам ПВО? Ну хотя аэродром должен ПВОшками вдруг. Всякое бывает. Так. Укрытие. Ну-ка. Угу. Я так пока расставляю. Здесь ничего сложного нету. Просто расставляешь этих бойцов. Чисто как для атмосферы. Потому что не просто какой-то заброшенный аэродром, а кто-то его охраняет. Что здесь все-таки авиация находится. Что за техника? БМП-1. Только не Россия. А красные. Че ты там не перезапустил еще? А подожди, а что нам делать осталось? А, вот это вот, который сейчас я поставил. Нет. А где еще? Вот второй. Нет. Вот второй. А че он так? Ну, так, подожди, а как его поставить-то? Это что за... Что это, блядь? За пара... Этот боец в парадной форме с парада пришел, РПГ взял. Так, это вот точно надо поменять. Блин, а этот пост как его ставить-то? Я имею в виду, у него как-то... Скорость ограничения 10 километров сюда смотрит, а ворота вообще куда-то туда. Вообще не врубаюсь, короче. Полная хрень какая-то. Ладно, не буду я этот пост ставить, мне он не понравился. Вот этот более как-то правдоподобнее, что ли. Боец. Почему я ставлю... А, ну все понял, почему. Давай вот такого поставим.
Прикольно. А зенитка где? Так, зенитку надо убрать в сторону. Солдата другого. Да почему он в берете-то, я не могу понять. Кого? Внизу отображение юнита где? Где включить? Чтобы в редакторе было видно, как юниты стоят. Не, а где включить отображение юнитов? Где? Вот здесь что ли? А, вот. Все, понял, спасибо. Нифига тут какая тема есть. Все, я понял. Благодарю. Вот так даже будет круче. О, нифига себе, тут, оказывается, карта есть. Ну все. Теперь надо... Нет, подожди, что-то какая-то хрень. Он, получается, должен вообще быть... Не могу понять, как оборот-то должен у него. Вот так вот, что ли? Ну, я так и ставил. Кто интересный... Так, ну... Пускай будет так. Зенитку сюда. Слушай, ну так, вот так уже интереснее ставить. Когда ты хотя бы видишь, что там за тех, за объект. Вот так пускай будет. Блять, вот эти машины, они вот нафиг здесь не нужны. Бестолковые. Сейчас БМП назад еще уберу. Вот так вот, все нормально. Угу. Кого? Трафик? Какой трафик? Как понять, отключить трафик?
Загадка, Иркут, я не могу угадать. Подскажи конкретней. В общем, как здесь создаются отряды в этой игре? Самое интересное тоже. Допустим, надо мне сделать отряд. И где? Давай его поменьше сделаем, посмотрим, как бы. Я понял, о чем ты имеешь в виду. Блядь, меня собака задолбала лаять. Все, настроил. Сейчас солдат хотел показать, как делать. А чё, у тебя сервак не запускается? Не будем уже все летать сегодня. Просто если мы летать не будем, я тогда этот стрим завершу и редактор отдельно запущу стрим. А зачем мне смешивать наши маневры с редактором? В общем, группа здесь создается интересно. Здесь ставится один боец. И потом вот юнит. И здесь 2, 3. По-моему, да? А, нет. Вот здесь. 1, 2. И в итоге их уже 3. А лучше тогда делать вот так сразу, чтобы потом в херню не страдать. Ставишь одного пехотинца сразу. Вот так вот сюда выводишь. Курс ему даешь туда, чтобы он смотрел. И добавляешь к нему 1, 2. Все. Теперь надо им дать задачу. Тоже вот всех вот как вот их выделить, да? А вот. Он как группу выделяет. Ну, допустим, задача добавить. Я хочу сделать, чтобы они у меня вот так перемещались. Только не на полосе. ППМ сюда, потом сюда. Всем еще раз привет. Обратно. Алёха, ты тут? Да, я здесь. Что такое? Куда Саня делся? Чего? Говорю, куда Саня делся? Перезапускает сервак. Все, понял. На полигон сейчас летал? Да, мы на полигоне были, да. На тачке? Угу. Ну и что, получил допуск? Не знаю, придет сейчас, скажет. У меня тут стрим идет, подожди, я тут занят пока. Потом поговорим. Саня придет. Не знаю, надо тогда это пытаюсь решить проблему. Но если не решишь, заново тогда запустим. Точнее, стрим другой сделаю.
Итого 7 поинтов, да? Чтобы сделать цикл. Так, ну, во-первых, надо добавить поведение. Вне дороги, да, тут задание уже стоит. Так, расширенный ПП действия добавить. Основная задача. Сейчас посмотрим. Поведение. Интервал в группе. Непонятно. Огонь по точке, атаковать, стоять, следовать к ППМ 2. Отсюда, допустим, следовать к ППМ 3, да? Вот здесь что интересно, здесь можно поставить вне дороги. Просто вот в арму, если вспомнить, там редактор, там нельзя так поставить. Они все равно у тебя будут выходить и выезжать все на дорогу. Система, да? Так. И... 5. Угу. Здесь везде надо задачу ставить, чтобы они выполняли. К 6-му ППМ. С 6-го надо добраться до 7-го. На 7-го уже делаем цикл. Воссоединяем с первым. Как же им поведение это сделать? Надо вот именно, интересно, они будут бегать, они, скорее всего, будут бегать, а мне им надо, чтобы они как патруль ходили, гуляли. Интересно, здесь так можно, нет? Непонятно, короче. Загадка. Ладно, сейчас я гляну. Еще вот один момент. У них вообще 0 стоит. Ну ладно, сейчас посмотрим. Мне там единственное непонятно еще, они на расстоянии друг от друга как-то так прям. Они, видишь, бегут.
Ладно. Поведение вроде как в условиях. Могу ошибаться. Попробуй скорость 1 километр поставить. А, ну то есть 0 это как дефолт у них стоит, да, получается? Короче, это тот же бег, только в замедленном виде. Я понял, здесь они не ходят, они здесь бегут только или быстрее, или медленно, да? Все, ну ладно. Поэтому бесполезно. Но если помнить редактор, опять же, вернуть к корме, там есть походный, спокойный режим, а есть скорость, это быстро бегут. Здесь, наверное, нет такой темы. Ну, ладно. У тебя в миссиях они ходят? Ну так если они у тебя в миссиях ходят, так как их сделать, чтобы они ходили? Я вот у тебя узнаю. Они же сами у тебя не стали ходить. Как вот здесь поведением изменить? Давай сделаем один здесь. Здесь, видишь, у них скорость везде по 14 километров. На 4. Да ладно, сейчас посмотрим. Ага. Блин, забавно тут смотрит. Ну во. А зато идут уже. Блин. А он еще глазами моргает, нифига себе. Офигеть. А у них еще анимация лица работает в этом симуляторе, блядь. Вот для меня что такое симулятор, вот вообще по идее, как вот раньше был. Это вот самолет красивый, и все, что внизу, полная жопа вообще. Там, блядь, такое ощущение, как будто гуашем понарисовали. Лишь бы только стрелять, чтобы было куда. Вот, я раньше так относился к симуляторам, но сейчас вот удивлен очень сильно. Так, а что тут гражданские машины делают вообще? Я не понял. Здесь танки должны стоять. А, ну это же аэропорт, а не аэродром военный. Все, я понял. Да и пофиг вообще, у нас будет военный аэродром. Это за дорога. Все, здесь танк будет стоять. Ну, не танк, а это... На базе Урала. Опа. Надо бы антенки еще поставить где-нибудь. А где место для них? Или здесь нет антеннок?
За площадкой. Сука, я так и знал, сейчас какая-нибудь гадость будет. Не отжал и все. Надо вот ты поставил и все, надо отжимать. Ну, можно такую поставить, старую. Но если у них новее нету этих ребят, у них все старые. Вот самолеты только закупили, и то летать некому, нас позвали. Ну. Провайдер? Так ты сейчас с телефона пишешь, да, получается? Так, сколько время стрим идет? 2 часа. Все тогда. Давай на этом завершим этот стрим. Вот. Запущу отдельно по редактору. Потому что это будет не в тему. И продолжим создавать миссию. Сходи, покушай, приятного аппетита. Да, мы и так сегодня с тобой нормально слетали, задание такое сделали. Потом оставим на другое уже что-либо. Ну и все. Да? Я думаю. А сегодня уже можно продолжить с редактором миссию тоже сделать. Так, сейчас я что-то хотел посмотреть и не посмотрел. Что я там наставил. А то может это... Ладно, сейчас глянем. Ну и все, этого достаточно. Небольшая защита аэродрома. Катера еще тут плавают. Я не знаю, слушай, это... Иркут, а как на катера переключиться? Почему я пытаюсь с наземки на катера переключиться, оно не переключается? Или здесь... Да. Это все, кстати, в этом... Это подсказки идут еще в обучалке Су-25Т. Но видишь, все не запомнишь. Это пипец какой-то. Это надо, чтобы это все запомнить, надо постоянно где-то использовать. А, вот F9, все. Смотри, красота какая здесь. Это пипец. Вон чайки летают даже. Офигенно вообще. Красивая здесь карта. Поэтому, ну, не знаю, мне нравится. Огонь вообще. Я уже хочу, блин, уже взлететь. Ну, тут... ну, хотя нормальная полоса вроде. Давай попробуем полет сделать просто. Чисто взлет посмотрим. Как оно будет смотреться. Так, взлет с полосы. Игрок.
Здесь иностранцы, что ли? Ну да, мы же находимся за рубежом. А что тут нельзя русского врубить диспетчера? Будет постоянно. Тут надо будет постоянно с воды заходить. Постоянно будет ветер. Тут просто будет. Ну, полет интересный будет, но он сложный и интересный. Ну, я тебя понял. Что, полететь на другие острова слетать? Я вообще хотел сесть, приземлиться, попробовать на этот аэродром. О, кстати, сейчас посмотрю, как катера будет видно. Блять, опять поворот. У меня почему-то так туда по голову ловит сейчас и все. Трекеры. Вертолет вижу. Наш летает. Он. Двадцать четверка. Катеров не вижу. На низкую пойду. Вау, ну нифига, тут прям Карибский, прям это Карибские острова. А, вон катер вижу. О, он плывет, видно, да? Да, здесь, кстати, можно, но это нет. В моей идее здесь военные не должны вообще присутствовать. То есть это палево. Ни корабли, ничего. Просто инструкторы и специи по самолетам именно. Пилоты самолетов. Все. Все остальное нет. А эти адмиралы, это уже прям война будет. Это уже как армия сюда полностью. Там много островов. Там острова еще из армы 3. Ой, фу, блин. Из армы 1 острова еще сохранить, всякие Рахмади. Там каких только островов нету. Мы почему привыкли всегда в армии карты называть островами? Потому что там одни острова раньше постоянно. То Колгуев, то еще что-нибудь. Я помню первый раз, когда я игру начал осваивать, я думал, может там, если сейчас карту покинуть, просто полетом на самолете на другую прилетишь, а в итоге за карту залетаешь просто и все. Блять, тут к этому прибору бы еще привыкнуть, вот к этому.
А, ну вот уровень показывает. Вот надо вот эту полоску сейчас желтую ловить, да, я так понял? Enfield 1, passing waypoint 6 at 500. Кстати, полосу хорошо видно, я ее сразу заметил. Сейчас осталось еще скорость сбросить, и вообще буду. Еще бы не упасть, и вообще будет классно. 350. Enfield 1 is RTB at 350. Здесь полоса такая интересная, да? Здесь по ней сейчас рулить надо будет. Здесь нету полос отдельных обруливать ее. Здесь вот по ней надо будет двигаться. 1-0-0. Заруливайте на стоянку. О, свои. Блин. Во. А где ты раньше, тетя, была? Я не понял. То я тут уже английский изучаю. Стив, привет. Не, красивая карта, очень красивая. Ну я еще до тех до островов не долетел. Я думаю, будет интересно поиграть на ней. Ну, надо миссии сейчас сделать. Да, миссии-то не проблема создать. Главное сейчас основу сделать. Вот базу сейчас построить. У меня вот всегда долго создавались вот эти расстановки атмосферы, так сказать. Патрули там какие-нибудь, охрана, укрепления. А миссии, что там? Из-за того, что ты хочешь, допустим, там колонну уничтожить, там базу разнести, лагерь. Ну, нанести удар по скоплению где-нибудь этих кадров. Ну, плюс какие-то как их, блядь, картели, эти наркокартели. Короче, здесь все будет. Здесь, получается, мы воевать будем не против армии, а здесь будут ребята, повстанцы, партизаны, как хотите так и называть, которые идут против правительства. Вот, и они, да, у них вооружение, конечно, не прям армия, но их снабжают все равно периодически. То есть у них тут и ПЗРК будут, и зенитки будут. Техника, кстати, может где-то технику, танк стырили у армии. Вот. Так что придется нам тут поработать. И вот здесь как раз и испытают эту машину SM3 с ее прицельным прибором шквал. Ой, шквал, как он называется? Солт, как ты, Иркут, его называл, блядь, я уже забыл. Надо привыкнуть к его названию, у него другое название. Какие-то наркококтейли. Картели. Как они? Наркокартели или как их? Как правильно называют эти? Короче, банды, блин, всякие.
Ладно. Летать можно. Как раз полоса для этого самолета. Ну все, увидимся в редакторе. Этот стрим я завершаю. Этот стрим был по полигону. Увидимся в редакторе. Но чуть позже надо будет отдохнуть сейчас от этого стрима. Ладно, Иркут, давай. Так сказать, настраивай всю свою тему. Потом еще продолжим. Ну, я имею в виду не сегодня, а вообще. Спасибо за полет. Приятно было с тобой пролететься. Я вот не сомневался, я с тобой полечу, что у меня все нормально будет. Я тебе об этом и говорил. Просто ты же сам сказал, я не летаю. Ну, а вот зря. Как раз вот твои знания, они тебе, вот именно тебе дают то, что сейчас вот мы с тобой летали, у нас что-то с тобой получалось. Вот. Я считаю, вот чтобы руководить, надо примерно вот такие знания, как у тебя были. Потом уже брать руководство. А, это так. Вот. Ну ладно, не прощаюсь, увидимся позже. Все, всем всего хорошего.